И всех приветствую, дорогие друзья! Вы вновь на канале DM Cars. И сегодня у нас в гостях автомобиль, который перевернул полностью представление о мире бизнес-седанов. Это BMW F10. Я думал, жизнь конченый Аль Пачино жизнь. Повторюсь, на обзоре у нас BMW из легендарной 5 серии. Сегодня у нас кузов F10. Машина у нас 2014 года. И что мы можем сразу сказать по поводу внешнего вида? Это свежак. Ты смотришь эти диодные фары, это очень красиво выглядит, эти ангельские глазки. В обновленной версии выглядит намного красивее, чем это было в дорестайлинге. Сегодня у нас на обзоре 3-литровый, трехтурбинированный автомобиль в комплектации M550D. Здесь у нас 381 лошадиная сила, 740 ньютон-метров крутящего момента. Это не про те обычные F10 двухлитровые с одной турбинкой, которые практически ничего не могут. Этот автомобиль может показать реальный драйв в городе и на трассе. Салон F10 – это пример элегантности, качества и инноваций. Здесь нет дешевого пластика, только натуральная кожа, алюминий, дерево и передовые технологии. Давайте заглянем внутрь. Сразу же нас встречает датчик удержания полосы, также функция распознавания преднамеренного покидания полосы. Элементы света также выведены слева, как это бывает у немцев. Здесь красуется кожа напа на сиденьях, а эти дырочки здесь не просто так. Это обдув сидений, чтобы при шашках не потела спинка. Полная электрорегулировка сидений, включая подушки, а также руль. В данной версии мы имеем аналоговую, адаптированную под цифровую приборную панель, на которой красуется надпись M550D. Имеется M-очный, многофункциональный мультируль. Касательно элементов управления мультимедией было принято решение о добавлении шайбы. Удобно, когда не тянешься к экрану. Кстати, про экран. Здесь он действительно впечатляет, целых 10 дюймов. Переходя в подкапотное пространство, первое, что бросается в глаза, это легкий алюминиевый капот. И что ж, здесь мы видим нашего монстра, нашего хищника. Наш 3-литровый, трехтурбинированный мотор в модификации M-Performance. Хочу также напомнить, что это версия M550D, что означает, что у нас 381 лошадиная сила, 740 ньютон-метров крутящего момента, и это очень хорошие показатели. Почему я бы выбрал этот автомобиль, в отличие от M5 F10? Да почему? Потому что много очень плюсов у нее. Во-первых, по динамике этот автомобиль очень мало уступает M5 F10. По показателям он слабее, конечно, но огромным плюсом является то, что в городе у вас расход будет в целом 7,5-8 литров, по трассе он будет намного меньше, 5-5,5. Также хочу еще заметить, что этот мотор более надежный, чем тот же самый мотор у нас в BMW M5. Но сейчас мы будем говорить не про M5, мы говорим сейчас про наш M550D. Давайте дальше взглянем на этого хищника. Посмотрим, у нас подкапотное пространство выполнено более с раскрытой рукой, как сказать. И у нас здесь намного больше пространства, чем это было в VAG, в той же Audi, либо в Volkswagen нашем, который мы обозревали ранее. Но также вы можете достигать очень легко всех элементов автомобиля. В чем отличие данного мотора от обычных 3-литровых дизелей? Это то, что здесь усиленный очень мотор, он намного усиленнее, чем обычные 3-литровые дизеля. Здесь у нас по-другому устроена головка, у нас тут все по-другому, здесь стоят железные проставки, все очень аккуратно, красиво сделано, чтобы мотор служил реально долго и вечно. В задней части автомобиля у нас немного меньше отличий, чем было в E60. Здесь у нас практически такие же дверные карты, как были в BMW E60. Давайте проверим, сколько у нас сзади места будет для высокого пассажира. И, честно говоря, здесь намного меньше места, чем было в Audi. Здесь мало места и нет такого комфорта, как это было в Audi. Все-таки это более спортивный бизнес-седан. Но в целом я чувствую себя комфортно, нету какого-то дискомфорта. Здесь мы видим сразу же раздельный климат на задних пассажиров, то есть мы можем отрегулировать все под задних пассажиров, температуру, скорость потока воздуха. Также у нас здесь отверстие под выход воздуха холодного, горячего, ну, под кондиционер. В целом, сзади мы уже все сказали. Также, далеко не отходя от кассы, упомянем, что здесь стоят 20-е M-очные диски, очень хорошие, на низкопрофильной резине. Выглядит это очень красиво, очень гармонично и аккуратно.
В задней части автомобиля вы сразу можете заметить, что у нас стоят неоригинальные фары. Это у нас идут фары как с G-серии. Большим плюсом, интересным фактом этого автомобиля я могу приметить то, что вы можете открыть багажник как с руки, тут электроподъемники, также и с ноги. Вы просто ставите ногу, и багажник сам открывается. Смотря в этот багажник, мы видим, что здесь он уходит вглубь. Багажник здесь у нас 560 литров с поднятыми задними спинками, и он достигает вплоть до 1680 литров с опущенными сиденьями. Это очень хороший показатель для семейного бизнес-седана. Также хочу приметить то, что он также может закрываться вот просто взмахом ноги, либо же также кнопкой. Ну что ж, друзья, к сожалению, будем подводить итоги этого выпуска. В гостях у нас была BMW F10. Это очень комфортный автомобиль, очень классный, дерзкий, который цепляет взгляды. Это далеко не конец. Будем выпускать новые видео, которые будут вас очень привлекать. Это был DM Cars, увидимся вновь.